разберем сигнал, который вы не то что должны торговать, а который вы просто не имеете права пропустить. Этот сигнал я люблю торговать на рынке акций. Это Мосбиржа, сейчас график индекса Мосбиржи, потому что они более вспыльчивые, они более резкие движения. И когда особенно есть какие-то новости или вообще рынок ликвидный, наводнен трейдерами, вниманием трейдеров, то движения очень резкие, ты недолго в сделке находишься, соответственно, чем меньше ты в сделке, меньше риски. Ты можешь взять очень большой объем здесь, вот что мне нравится. То есть это та ситуация, где можно брать большой объем. Давайте посмотрим на нее, я расскажу подробно, но прежде чем мы порисуем с вами, посмотрим на фундаментальные вещи, да, которые вам нужно прямо сейчас внедрять в свою торговлю. Если вы этот принцип освоите, все, вам вообще можно не париться. Смотрите, как двигаются рынки? Как двигаются рынки? Рынки двигаются как гармошка. Сузились, расширились, сузились, расширились, сузились, расширились. Когда рынок сузился, ты ищешь возможность зайти на расширение. Когда рынок расширился, ты уже не можешь зайти в направлении расширения. Ты ждешь, когда он сузится. Все, что вам нужно. И вот давайте посмотрим на этот пример. Вот открылся рынок Мосбиржи, бум, движение наверх, рынок взлетел. Посмотрите на один из фундаментальных моих индикаторов, который как раз отвечает за вот эту гармонь. Расширились, сузились. Это мои точки волатильности белые и черные. Посмотрите, где они находятся и как далеко цена убежала. То есть резко растянулась. И вот здесь уже все поздно, поздно, поздно. Это поздно входить на бай. Все, более того, когда рынок экстремально расширяется, а потом начинает затухать, и ты хочешь прыгнуть дальше, это на самом деле не так эффективно работает, потому что он перетягивается уже, и ему нужно больше времени, чтобы набраться сил, потому что здесь очень много рынок отдал, выплеснул энергию, поэтому обычно это движение очень долго, и потом опять поднимается. Сейчас мы разберем другие примеры тоже. То есть первое, что я хочу, чтобы вы зафиксировали: расширились, сузились, расширились, сузились, расширились, сузились. Когда вы смотрите на график, задавайте вопрос, в какой я нахожусь фазе рынка сейчас. Расширение или сужение. Ты можешь открыть график и увидеть, бум, рынок вот здесь где-то торгуется. И ты хочешь купить на продолжение тренда. Это может быть очень поздно. Угу. Поэтому сегодня я увидел эту ситуацию, как раз мне моя система говорит о том, что смотри в лонг, да, ищи покупки. Рынок стал корректироваться, вот мы видим первый buy-сигнал, здесь я игнорирую. И потом появился вот тот самый сигнал, который как раз за сужение отвечает. И вот посмотрите внимательно сюда. Видите вот это расстояние здесь? И видите вот это расстояние здесь, между точками и ценой. Давайте все снова, смотрите. Смотрите сюда, я хочу, чтобы вы это увидели. Белые точки – цена. Белые точки – цена. Я бык, то есть я не продаю, я покупатель. Я здесь не продаю, мне это не интересно. Ну и вообще акции, продавать фьючерсы на Мосбирже, я в основном покупатель. Я ищу покупки, в основном. Расстояние здесь белая точка, цена. Белая, как вот. Это настолько важно. Вы можете использовать свой критерий оценки, цена, ценность, растяжение, сужение, свой индикатор или свои какие-то паттерны, все что угодно. Я показываю, как у меня это происходит и как важно это сделать объективным. Понимаете, это должно быть наглядно. Ты не можешь думать, я так могу, и так. Конкретно. Да? Очень важно. Вот здесь видите, расстояние какое большое, а здесь какое расстояние? Какое расстояние? Прям вообще раза в 3, наверное, меньше, чем вот здесь. И вот эта ситуация, когда начинаю покупать. Здесь, прямо сейчас начинаю покупать. Что еще здесь важно? Свечи, посмотрите, какие малюсенькие. Почему? Потому что рынок в фазе сужения, потом будет расширение. В фазе сужения, потом будет расширение. Да? И вот здесь еще сильнее пришла информация. Посмотрите, здесь еще появляется мой sell-сигнал. Видите, да? И когда он появляется в этой ситуации, это говорит о том, что еще сильнее будет движение. Да? И вот здесь мой сканер говорит buy, покупай. И вот посмотрите, вот здесь, посмотрите точки. И вот буквально перед вот этой большой свечой мы настолько сузились, где мы так узко не подходили. Вот, кстати, здесь цена высоко, а точки просто вплотную. Видите, да? И вот эта ситуация, когда надо покупать. Уровень вообще не важно. Здесь не имеет значения уровень. Смарт-осциллятор бычий, причем он около 40 торгуется с положительным значением, это важно. И вот здесь мы начинаем заливать. И вот
самое крутое, что здесь можно заливать большой объем. Вот это единственная, ну, скажем, еще одна из ситуаций, но вот это одна из тех, которые уверенно я торгую, где я уверенно заливаю объем, потому что это фундаментальнейший принцип торговли. Еще раз, трейдеры, я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Я буду это много повторять. Это повторяю давно, но еще раз и еще раз. Как рынок движется? Рынок движется от сужения, ничего не происходит, консолидация, потом бум, расширение, потом расширение, опять же в разные стороны, может быть и туда, не так важно. Угу. То есть вот эти циклы. Если ты двигаешься вслед за этим циклом, скажем так, в ногу с этим циклом, то тебе будет намного легче. То есть торговля будет идти, как, я не знаю, по ветру, да, попутный ветер у тебя будет. Вот это то же самое. Угу. Соответственно, здесь buy. И что еще здесь хорошо? Что в таких сделках хорошо? Короткие стопы. Ты рискуешь по факту несколько свечей. Вот такой у тебя стоп. Больше не надо. Вероятность, что это отработается 8-9 сделок из 10. Именно поэтому я говорю, что это хорошо на рынке акций, потому что акций много, у меня больше 50 акций. И за счет алгоритмов, которые ищут ситуации подобные, я могу, скажем так, не думайте там о корреляции какой-то или о том, что рынок там слабый или нет, как, например, на валютном рынке, да, все-таки там рынок открыт 24 часа, он, скажем, в течение дня может прыгать, а здесь ты знаешь конкретное время, когда символ будет двигаться, и если он тем более проявляет себя в начале сессии. Соответственно, здесь buy, короткие стопы, быстрые тейки, ты вот здесь берешь тейки, и все, это буквально занимает минут 5-10. То есть меньше времени в сделке, очень короткие стопы и очень большие объемы. Вот это золотая формула торговли прибыльной внутри дня. То есть тебе нужны короткие стопы относительно, тебе нужны недолгое время в сделке, это очень важно внутри дня, желательно 5, 10, 15 минут до первой цели. Здесь мы видим даже меньше. И третье – это большой объем. Ты не можешь заработать, если не берешь объем. То есть нужно брать большой объем. Вопрос, какие ситуации позволяют мне это делать? И вот это одна, ну всего таких ситуаций, наверное, я бы выделил 3 у себя в торговле. Вот это одна есть. Еще 2, возможно, в следующих видео мы разберем. Понятно, да? Я надеюсь, что это видео для вас было полезным. Если так, ставьте лайк, потому что это вот принцип, освоив который, ваша торговля изменится в очень хорошую сторону. Понятно, что будут периоды просадок, что что-то у вас не получается. И это же не 100%, да, нет ничего 100%, но это один из самых надежных принципов торговли, который вы только можете внедрить, чтобы зарабатывать. В общем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, сюда подписывайтесь, задавайте свои вопросы, пожелания и увидимся уже на обучении, на онлайн-торговле. Пока!